Всем привет! Продолжаем вам рассказывать реалии жизни и работы в Японии. Сегодня поговорим о 3 моментах, касаемых работы в Японии. Кого-то они удивят, кого-то огорчат, а кто-то все задумается, я думаю, стоит ли вообще работать в Японии. Зарплата в Японии и то, о чем русскоязычные блоги, можно сказать, даже не рассказывают, они просто, наверное, даже не знают. А японское телевидение, японские экономисты, да, уже давно об этом говорят. Итак, внимание, зарплата в Японии за последние 35-40 лет не меняется, не поднимается, не индексируется. К сожалению, то есть уровень ее остается прежним, как и было 40 лет назад. Все это привело к тому, что в жизни японцев есть таких 2 момента, это томобатараки и фукугё. Что такое томобатараки? Томобатараки – это работа обоих родителей, даже несмотря на то, что, допустим, после свадьбы, да, раньше в Японии было принято, жена находилась дома, занималась хозяйством, рожала детей и так далее и тому подобное. Сейчас это роскошь, которую себе позволить многие японцы просто-напросто не могут. И дело в том, что, например, если у вас один ребенок, да, в Японии, например, даже если один, то обычно называют сумму порядка 60-70 миллионов йен для того, чтобы поднять ребенка до окончания им высшего учебного заведения. Это, скажем так, даже минимум. Да? И если один работает родитель, только очень сложно, скажем так, да, прокормить, грубо говоря, данного мальчика или девочку. Поэтому томобатараки спасает, потому что все-таки двойной доход, он лучше. И это, кстати, наверное, один из моментов, который многим иностранцам не нравится, да, иностранкам даже, наверное, да, после того, как они выходят замуж за японца, думают, что будут сидеть дома на содержании у мужа, а им говорят, что да, иди работай или да, им иди подрабатывай. Второй момент – это фукугё. Фукугё пришло в Японию тоже довольно-таки недавно, обозначает это дополнительный заработок, подработку вне основного своего дохода. Причем зачастую в договоре, в трудовом договоре будет описано, возможно вам это делать или нет. Если запрещено, то нарушение условий приведет к тому, что вас просто-напросто уволят. Обычный случай, который, кстати, периодически происходит, да, иногда в интернете всплывает, это был недавно парень японец после окончания вуза. Устроился в фирму, у него, получается, на старте было порядка на руки, что ли, 170-180 тысяч йен. Да, и ему это не хватало, он хотел более роскошную жизнь, он начал подрабатывать периодически в комбине, да, круглосуточный магазин, по вечерам. Где-то сам, как сказал, там получается 3-4 раза в неделю. И получилось так, что в один из таких дней пришел в этот комбине его непосредственный начальник, увидел, что он подрабатывает, и сразу ему сказал, что все, завтра можешь уже не приходить, ты уволен. Вот это обычный пример того, как вы можете потерять работу, если вдруг вас спалят за подработкой. Опять-таки, внимание, если вам запрещено подрабатывать, да, в контракте, если указано, что фукугё запрещено. Если можно, то, в принципе, вопросов таких не будет. Второй момент, который хочу обратить ваше внимание, это переработка в Японии. Вообще, стоит понимать, что переработка в Японии – это норма, она была, есть и будет еще долгое время. В зависимости от профессии, да, специальности она отличается по времени, отличается от фирмы и по оплате. Могут оплачивать, могут не оплачивать, могут оплачивать только половину, об этом чуть позже. Но хочу обратить ваше внимание в первую очередь на так называемый Kotei Sangyo Dai. Это фиксированная переработка, которая может быть включена в трудовом контракте. В частности, например, то, что есть, я видел в интернете, это Rakuten. Я вам уже рассказывал, это аналог японской, аналог Амазона. Он очень часто предлагает как раз работу для новичков именно с таким условием, что будет фиксированная переработка, причем в 40 часов. Итак, например, если обычно для выпускника вуза обещают порядка 210-215 тысяч на старте, то Rakuten обещает 300-310, но при этом плюс здесь включено 40 часов переработки, так называемый, да, Kotei Sangyo Dai. Это означает, что если вы работаете 20 дней, да, в неделю, то, соответственно, каждый день вы должны перерабатывать минимум 2 часа. При этом данная переработка будет оплачиваться порядка, наверное, там сколько там, 75-77 тысяч йен. Вообще следует помнить, что максимум, да, фиксированной переработки это 45 часов в месяц. В общей сложности они будут стоить порядка 85 тысяч йен. Но, сами понимаете, если ее нет, соответственно, зарплата меньше. Поэтому думать, что вот, да, зарплата хорошая, это, понятное дело, что нужно смотреть где-то подвох. И вот подвох в данном случае, что фиксированная переработка в данном случае она включена, и, конечно же, это не есть хорошо.
Что означает не всегда оплачивается? Есть такое понятие в Японии, как Black Ego. Это черные фирмы, которые очень часто нарушают, либо частично нарушают трудовые законодательства, трудовые нормы, и в частности, это не оплачивают вашу переработку. Такое тоже есть. Знаю, что да, многие об этом не рассказывают. Многие, например, те, кто работает в Японии, иностранцы, сталкиваются с этим, стараются умалчивать, например, да, что вообще есть переработка, например, да, либо есть переработка, ее не оплачивают. Я понимаю, наверное, может быть стыдно, может быть просто не хочется, да, рассказывать, что вот вроде устроился, вроде все хорошо и прекрасно, а на самом деле не так. Мне, в принципе, скрывать нечего, потому что, во-первых, у меня переработки нет, во-вторых, если у меня она и была когда-то, то я получал за нее полностью. В данном случае, например, если мы говорим о Rakuten, то получается, в принципе, сколько там, 1500–2000 тысячи, да, йен за 1 час переработки. Но еще раз повторюсь, что не факт, что вам ее могут оплатить, поэтому в данном случае, если вы вдруг станете, да, работать в Японии, то следует быть внимательным в таких моментах. Вообще, что касаемо, да, вот Rakuten, да, у меня есть видео на YouTube, недавно я заливал о работе, о средней заработной плате в Японии и по Токио в частности. Рекомендую посмотреть. Я оставлю ссылочку на данное видео вверху. Ссылочка также будет в конце данного видео тоже. Ознакомьтесь, там четкие реальные цифры, без каких-либо прикрас. И третий момент, дорогие друзья и товарищи, который сегодня я хотел вам рассказать, это путь на работу, так называемый цукин, и его оплата. Если мы говорим по Токио, то средний путь на работу и домой, офку, да, так называемый, будет занимать порядка 1,5 часа. То есть в одну сторону получается сколько? Порядка 45 минут. Если мы идем дальше, то есть это Канагава, Чиба, Сайтама, то там может ходить даже до 2 часов. То же самое, например, и Бараки, да, где я в свое время работал. Вообще, дорога до работы – это норма для Японии, и объясняется тем, что большая часть работы сосредоточена именно в Токио. Многие фирмы есть как раз таки в Токио, поэтому те, кто живут, да, далеко, вынуждены с этим свыкаться, особенно молодые сотрудники. Допустим, вы живете в Сайтама, да, нашли работу в Токио, но у вас нет денег, чтобы переехать. Понятное дело, что нужно подкопить, поэтому нужно проработать несколько лет, чтобы впоследствии, если получится, да, переехать в Токио. Но при этом понятное дело, что уровень жизни, да, в Сайтама он дешевле, квартиры намного дешевле. Я об этом уже вам рассказывал. Например, однокомнатная простая квартирка в Токио может у вас по стоимости 75 тысяч йен. Да? Если мы идем в Чибу, то там будет это уже порядка 70, может даже 68 тысяч йен. Если Сайтама, там еще дешевле. Можно найти даже 60 тысяч йен, абсолютно такую же квартиру. Понятное дело, что разница большая. Если мы говорим вообще и Бараки, да, у меня друг там живет, то за такую же сумму, да, порядка за 70-75 тысяч йен, можно снять уже двухкомнатную квартиру. Соответственно, однокомнатную, если поискать, то можно снять даже за 50 тысяч йен в месяц. При этом здесь важный момент, это то, что будет оплачиваться вам, да, дорога до работы и обратно или нет. ТАТ, так называемый, да. У меня, в моей фирме работаю, у меня все оплачивается. При этом у меня, допустим, минимум, который у меня был, это 15 тысяч йен, максимум, который у меня был, 60 тысяч йен. И я все это получал. Но сейчас немало фирм, которые дорогу вообще не оплачивают. Есть такое, да, к сожалению. Поэтому, если у вас будет, допустим, да, 1,5–2 часа уходить на работу и в месяц уходит, допустим, 30 тысяч йен, возможно быть такой вариант, что вам придется оплачивать все со своего кармана. Вообще, если оплачивается, да, зачастую, как правило, есть тоже норма. Обычно по Токио это 20–25 тысяч йен. Все, что выше, то есть придется оплачивать за себя. Но есть проездные различные, там, да, зависимо, может, там, на электричке, может быть, на автобусе. Все это есть. Это отличный способ, кстати, сэкономить, да, на проезде. Если вы работаете в одном месте, допустим, у меня получается так, что каждый день я могу ехать даже на разные места, поэтому в разные места. Поэтому у меня купить проездной не получается просто-напросто. У меня мобильная суйка, да, то есть это оплата телефоном. Мне так проще, но еще раз говорю, что мне все оплачивается. Дорогие друзья, товарищи, други, вот таких 3 момента касаемых работы и зарплаты в Японии, которые хотел сегодня рассказать. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайк, оставьте комментарий и не забывайте подписываться на мой канал. Данное видео никак не предназначено для того, чтобы отпугнуть, да, кого-то от поиска работы в Японии. Я буду только за, если вы мечтаете жить и работать в Японии, если вы приедете и у вас все получится. Поэтому пробуйте, дерзайте, пытайтесь. Не факт, что все так плохо, возможно, вы найдете фирму получше, поэтому все в ваших руках. У меня на сегодня все. Я желаю вам удачи, не болейте. С вами был Пых. До скорой встречи. Пока.